Ребят, вы сейчас увидите обзор, но после того, как я вот полдня на нее снимаю, эта камера просто мертвого поднимет и заставит снимать. Так что посмотрите этот обзорчик, но для начала посмотрите наш так называемый B-roll. Ну что, наконец-то у нас на обзоре долгожданная Blackmagic Pocket, и сегодня я протещу ее, так сказать, досконально. На самом деле у Blackmagic, как обычно, между анонсом продукта и поступлением его в реальную продажу на полке магазинов проходит достаточно много времени. Эта камера не стала исключением. И сегодня я сделаю обзор, но не просто обзор, потому что, естественно, вы сможете скачать, и если вы интересовались этой камерой, наверняка уже скачали какие-то тестовые сэмплы, тестовые футажи. Я постараюсь рассказать о том, каковы впечатления будут у вас, как людей, которые преимущественно снимали на зеркалке, на беззеркалке, то есть снимали на фотоаппараты со сменной оптикой. Так вот, я хочу лично на себе, убедиться, насколько сложно перейти со съемки на обычный фотоаппарат на вот камеры, в частности, производства Blackmagic. И да, здесь действительно есть некоторые особенности. В чем-то на эти камеры, на эту конкретно камеру снимать действительно проще, чем на фотоаппарат, ну а, соответственно, в чем-то сложнее. И сегодня я как раз-таки поделюсь с вами своими впечатлениями. Все сегодня мы будем снимать исключительно в 4К 60 кадров в секунду, для того, чтобы у нас был slow motion, потому что нет смысла тестировать камеру в каких-то промежуточных режимах. Будем, соответственно, загонять ее по максимуму, посмотрим, что она может выдать в своем максимальном качестве. Эту камеру на обзор прислали мне парни из магазина Big Sale. Это один из крупнейших магазинов в Украине по продаже профессионального фото и видеооборудования. И у них они есть в наличии, даже несмотря на то, что эти камеры действительно разлетаются как горячие пирожки, потому что люди хотят снимать кино. Но, конечно же, в продаже у них есть не только камеры Blackmagic, но и гораздо более привычные нам камеры, объективы, также большой выбор электронных стабилизаторов. При этом они являются их официальными представителями, то есть все, гарантия, ремонт, все как нужно. Также, что мне понравилось и на что я, наверное, сделаю обзор, это профессиональный студийный свет. Он такой по функционалу и по качеству исполнения приближен к светильникам ARRI. Собственно, производитель и пытался сделать такой аналог ARRI, при этом стоят они существенно дешевле. Обязательно об этом вам расскажу. Так что переходите по ссылке в описании. У них отличные цены, официальная гарантия, при этом отправка заказа в тот же день. То есть вот сегодня позвонили, заказали, в этот же день вам посылочку отправили, через день-два уже получили ее в своем городе. И наслаждаетесь вот такой вот малышкой. Потому что эта малышка действительно создана для наслаждения. То есть эта камера не для съемок каждый день. Это, вы знаете, как машина выходного дня. То есть вот ты взял в воскресенье ее, поехал со своей девушкой, женой, со своими детьми, со своими родителями, можно и так, поснимал, получил просто шикарную картиночку и для себя сделал красивый фильм. Ну или, естественно, для профессионального использования. Но ситуация следующая. Если вы вообще никогда в жизни не снимали на камеры в ручном режиме, то, скорее всего, вначале вы будете в небольшой прострации, потому что, как я уже сказал в самом начале, целью моего сегодняшнего обзора является показать, насколько отличается съемка на вот эту камеру от привычной нам съемки на беззеркалке. Ну, на зеркалке уже сейчас мало кто снимает.
И, ребят, отличия есть. Ну, давайте идти по порядку. Это камера с сенсором MFT. Здесь используется Rolling Shutter, то есть не Global Shutter, но при этом здесь очень быстрая матрица. И что очень хорошо, во всех режимах съемки, в том числе в 4К 60 кадров в секунду, здесь картинка берется с целой матрицы, то есть кропа нет. Кроп получается лишь тогда, когда вы снимаете на частотах свыше 60 кадров в секунду, то есть это актуально именно для Full HD. Но если вы снимаете до 60 кадров включительно, в том числе и в 4К, как я уже сказал, кропа никакого нет, и это огромный плюс. Здесь, естественно, используется активный MFT байонет, здесь есть даже система автофокуса, но это не следящий автофокус, о нем я расскажу немножечко позже. Для начала давайте по эргономике. Ну, кто из вас приобретал камеру Pocket первого поколения, вы помните, что она была по размерам, ну, примерно как смартфон, да, если брать ее геометрические размеры. Эта камера называется как бы Pocket тоже, но при этом я постил у себя в Инстаграме, она по размерам больше, чем Panasonic GH5, и я хочу сказать, что реально держать ее в руке удобно. Ну, вы видите, что даже в моих больших там руках, да, у меня мизинец, он как бы находится на... То есть может находиться на ручке, я, естественно, могу мизинчиком снизу придерживать, чтобы мне было удобно. То есть держать эту камеру удобно, но сама камера достаточно вытянутая. Поэтому, если вы захотите установить ее на трехосевой электронный стабилизатор, то, как, например, на DJI Ronin S, у которого есть режим съемки в обратном направлении, да, можно так сказать, вам приходится ставить ее, собственно говоря, задом наперед. А вот на стабилизаторах, на которых этого делать нельзя, вы просто не сможете ее поставить. Несмотря на то, что сама камера, собственно, компактная, достаточно не тяжелая, вы установить не можете ее. То есть, если бы они сделали вот это вот отверстие под резьбу где-нибудь вот здесь, вы могли бы ставить ее там на тот же Moza Aircross дешевенький и как бы и бед не знать. Но этого делать нельзя. В целом, эргономика — это такое субъективное понятие, вкусовщина, но мне эта камера показалась удобной и работать с ней просто. Давайте теперь пробегусь по кнопкам управления и по интерфейсам. Камера включается достаточно быстро. Ну, то есть это примерно 3 секунды. Если вы работали когда-нибудь с камерами Red или Arri, вы понимаете, о чем идет речь. Есть здесь кнопка «Старт» и «Остановка записи». Она расположена на том же самом месте, как где на обычном фотоаппарате установлена кнопка спуска затвора. Такое же колесико для регулировки диафрагмы. Соответственно, если вы нажимаете кнопку S «Shutter», вы можете регулировать, соответственно, уже шаттер. И если вы нажимаете на него, на вот это вот колесико, он автоматически возвращает вас в режим регулировки, соответственно, диафрагмы. Если вы, опять же, нажмете, к примеру, кнопку ISO, колесиком вы меняете ISO. Если вы нажимаете на него, вы автоматом попадаете на, опять же, на управление диафрагмой. Здесь есть кнопки отдельно для установки ISO, для установки скорости затвора и для установки баланса белого. Теперь хотел бы рассказать по балансу белого. Конечно же, здесь есть предустановленные значения. И есть режим AVB, Auto White Balance. Только работает баланс белого здесь как бы не в реальном времени, то есть он не отслеживает изменения цветовой температуры, то есть перед каждым тейком вы должны, соответственно, нажать Update, и он настраивает ту цветовую температуру, которая актуальна на текущий момент. Но, разумеется, эта камера не позиционируется как репортажная камера и камера для поливалова, то есть это камера для осмысленной съемки, где каждый кадр, он требует там секунду, 2 секунды, может 10 минут на подготовку. Поэтому в этом нет как бы ничего сложного. Но более того, если вы снимаете в RAW, и, собственно, для этого эту камеру и покупают, то баланс белого вы просто можете регулировать потом на монтаже. Поэтому на баланс белого вы можете не заморачиваться вообще. Кстати, здесь есть режим автоэкспозиции, и вы даже можете задавать, что у вас будет меняться. То есть, либо будет подстраиваться только шаттер, либо будет работать и шаттер, и значение вашей диафрагмы. Но, ребят, смотрите, здесь как бы, ну, во-первых, по умолчанию на этой камере шаттер, он выставлен не как мы привыкли, там 1/50, там 1/200. Здесь используется значение в градусах. То есть золотое правило, нужно снимать на 180 градусах, или, грубо говоря, ваша выдержка должна быть обратно пропорциональна удвоенной частоте кадров. И, ребят, это очень забавно, но я понимаю, когда вы снимаете это на фотоаппарат, на кинокамеру, это золотое правило, понятно, придерживайтесь его. Но когда мне люди на полном серьезе пишут, что обязательно на телефон нужно надевать ND-фильтры, когда снимаешь видео. Ребят, когда вы снимаете на телефон, вы снимаете на телефон. Не выдумывайте. Если вы хотите снимать кино,
ну, не снимайте его на телефон. Это немного как бы, ну, извращает функцию. Да, я знаю, что сейчас фестивальное кино снимают на смартфоны. Более того, я в течение 1,5 лет все для этого канала практически снимал на смартфон, когда я, собственно, продвигал в массы эту идею и довольно успешно. Но я прекрасно себе отдаю отчет, что если мне нужно снять рекламу или кино, или какое-то высокохудожественное видео, я не буду его снимать на телефон. Поэтому не нужно выдумывать. И если вы так боитесь, чтобы у вас не было строба, или вы хотите вот этот motion blur, ну, ребят, просто снимайте в 60 кадров в секунду. В 60 кадров в секунду, даже если у вас шаттер будет 1/8000, видео будет все равно выглядеть плавно. Поэтому, ребят, давайте мы будем так немножечко включать голову, так сказать, Богова, кесарю кесарева. Снимаешь на телефон, какие ND-фильтры? Телефон, он компактный должен быть, какие-то сюда ND-фильтры. А вот с этой малышкой, если вы хотите снимать на ярком солнце, вам придется использовать ND-фильтры, потому что здесь достаточно ограниченный рабочий диапазон шаттера. Поэтому, конечно, если вы поставите оптику сюда 1.4 и будете снимать яркий солнечный день, то будьте готовы к тому, что вам придется сюда поставить там ND32, а то и, скорее всего, ND64, ну, в зависимости от той частоты кадров, с которой вы будете снимать. Возвращаемся к управлению. Здесь есть также 3 функциональные кнопки, на которые вы можете выбрать фокус, пикинг, зебру, в общем, все, что вашей душе угодно. Также, если ваша камера не находится в режиме автоэкспозиции, здесь есть отдельная кнопка для установки автозначения экспозиции. Допустим, я навел на фонарь, теперь навел на стену. Все, у меня, соответственно, экспозиция выставилась как нужно. И также, ребят, что мне прям понравилось, это то, что здесь есть достаточно эффективный замер фокуса. То есть здесь как бы есть автофокус, но он работает ровно точно так же, как на моей камере Canon C100, на которую я снимал давным-давно, которую уже продал. То есть вы нажали на кнопку, ваша камера сфокусировалась, и дальше вы снимаете. То есть такой точечный замер фокусировки. И, что я вам хочу сказать, он здесь работает очень неплохо. Во всяком случае, на объективах Panasonic. Он работает гораздо лучше, чем на других камерах Blackmagic. И где-то в 60% случаев я на него полагался. Дело в том, что вначале я ему не доверял, снимал все с ручным фокусом, но, как вы понимаете, на диафрагме 1.7, 1.8 это делать достаточно тяжело, поэтому я начал прибегать к использованию этой функции, и действительно ошибок при нормальном освещении, ошибок не было никаких. Кроме того, на этой камере очень хороший, удобный фокус-пикинг. Я как бы видел много фокус-пикингов в своей жизни, здесь, один из лучших. В чем же он так хорош? Когда вы снимаете, например, на открытой диафрагме, на улице, да, и у вас много там мелких каких-то деталей, он очень точно именно показывает зону. Понятно, это все зависит от настройки, но на большинстве камер фокус-пикинг показывает именно тот объект, который обводит, находится в центре вот этой глубины резко изображаемого пространства. А Blackmagic ориентирован на то, чтобы показать вам именно эту глубину. То есть, например, когда человек идет на вас, допустим, вот как я снимал Катю, да, то я прямо могу работать немножечко с опережением. То есть у меня человек не вываливается от фокуса, то есть я четко вижу ту зону, где она идет. Разумеется, я не могу это передать словами, и показать это наглядно я вам точно не смогу, потому что я вам не смогу передать свои ощущения по работе с фокусом, но когда вы начнете на эту камеру снимать, вы поймете, о чем я говорю. То есть фокус-пикинг здесь абсолютно рабочий. При этом здесь такой большой экран. Экран как бы хороший, но не выдающийся. У него невысокая яркость. Я снимал с использованием монитора Filwar, такого дешевенького монитора, обзор на который я делал там неоднократно на всю их линейку, у которого яркость в районе 500 нит. Так вот, разницы между этим монитором и Филвардом не было вообще. Единственное, что... Почему я вообще его использовал внешний монитор? Потому что, соответственно, здесь экран не отгибается, и мне просто было неудобно стоять скрючившись, да, и вот так куда-то там туда заглядывать. Но в плане яркости какой-то разницы нет вообще. Поэтому для этой камеры вам лучше всего использовать внешний монитор. Оставшиеся кнопки. Отдельная кнопка High Frame Rate для установки высокой частоты кадров. Есть помощник вашей фокусировки, когда вы можете увеличить нужную часть области. Соответственно, кнопка вызова меню и кнопка просмотра изображений. То есть кнопки прям удобно сгруппированы, а все просто и понятно. Вот этим Blackmagic мне всегда нравилось. То есть все, как бы не всегда все работало хорошо, но организовано все просто и удобно. Что касается карт памяти, это отдельная история. Здесь могут использоваться одновременно и карточки CFast, и SD карточки. При этом нет никаких ограничений на режимы съемки. То есть если у вас очень
очень-очень-очень быстрая SD-карта, без проблем вы сможете писать все на нее, если вы ее сможете купить. Например, вот у меня здесь сейчас вставлена Lexar на 256 гигов со скоростью 1000, то есть 150 мегабайт в секунду. На этой карте пропускаются фреймы даже в 4К, в 30 кадров в секунду, даже в самом низком качестве. То есть нужны карточки быстрее. И прежде чем покупать карты, обязательно зайдите на сайт Blackmagic, посмотрите vendor list, список поддерживаемых карт памяти, потому что это очень важно. Благо у нашего товарища есть Ursa, по-моему, мини или мини-про, не помню, в общем. А по-моему, да, сенсором там 4,6К. И у него 4 карточки на 128 гигов, все fast, поэтому, собственно, мы их сюда поставили и бед не знали. То есть карточкам памяти предъявляются очень серьезные требования. Но также вы можете подключить через разъем USB Type-C внешний SSD накопитель, к примеру, на тот же терабайтик, да, Samsung рекомендованный, и, соответственно, писать все на него. И, мне кажется, для такой съемки именно студийного плана или съемки там, рекламы или музыкальных клипов, когда вы не в чистом поле один чувак, то разумнее работать именно так. То есть вариант с картами памяти это такое больше подойдет, наверное, для путешествий. По разъемам еще. Здесь есть мини-XLR разъем, разъем для питания 12 вольт, то есть можете запитывать от чего угодно, выход на HDMI полноценный, а также два разъема для микрофона 3,5 мм джек и, соответственно, выход на наушники. Обратите внимание, что у камеры нет вообще холодного башмака, поэтому если вы захотите установить сюда микрофон, вам придется покупать такой переходник с 1,4-дюймовой резьбы на башмак и устанавливать на него. Многие сразу же устанавливают эту камеру в клетке, и тогда от слова Pocket здесь не остается и следа. Работает камера от аккумуляторов Canon LPE6, LPE6M. Что самое интересное, в комплекте камере идет дешманский просто аккум, китайский, не то что не оригинальный. Вот смотрите, у меня вот здесь вот есть тоже не оригинальные аккумы, называются они Newell. Кстати, хорошие аккумы, также вот по ссылочке в описании будут, посмотрите. То есть у них хорошая мощность повышенная, они чипованы, то есть заряжаются на родных зарядках, то есть аккумы хорошие. А в комплекте к этой камере идет отвратительный, просто самый дешевый китайский аккум. Более того, он еще там какой-то не чипованный или какая-то упрощенная схема, что камера на нем даже не показывала процент. То есть вот на этих аккумуляторах, как и на родных кэноновских, она показывает заряд в процентах. А на том она просто так что-то там... шкала какая-то есть, она движется. Но, ребят, сразу скажу, что даже на оригинальных аккумуляторах Canon эта камера существенно врет с оставшимся зарядом. Где-то 3 аккумулятора у нас разрядились, просто камера выключилась в диапазоне где-то от 30 до 40%. То есть вот было еще 40%, камера выключается. Все, ты ее включаешь, заново она показывает, что аккумулятор сдох. Но, что очень хорошо, и из-за чего я, собственно, переживал, когда она вырубилась первый раз, она сохраняет последний записанный файл. То есть она его чуть-чуть не дописывает, концовку у вас может чуть потеряться, но сам файл остается. То есть уже спасибо и на этом. Но теперь мы переходим к самой главной части, ребят, к возможности записи RAW. Или давайте говорить RAW, более привычного нашему уху. У этой камеры в последнее время произошли огромнейшие изменения, ребят. Вот просто огромнейшие, которые не позволят вам также комфортно пользоваться ей, как обычной беззеркалочкой. Начнем с того, что на первых прошивках, собственно, эти нововведения произошли, по-моему, в марте месяце, с выходом прошивки 6.2. Раньше эта камера снимала либо ProRes, либо старый добрый Cinema DNG RAW, который монтажился в любых монтажных программах, понимался всеми программами, и не было никаких проблем. Но с выходом прошивки 6.2 Blackmagic добавила сюда свой собственный формат RAW, который называется BRAW, такой BRAW, да? И что получается? С ним теперь нативно может работать только DaVinci, который, кто вдруг не в курсе, с другой планеты производит тоже компания Blackmagic. Для Premiere был выпущен сторонней компанией плагин, который добавляет поддержку в Adobe Premiere Pro, соответственно, поддержку этого формата. А вот для Final Cut ничего подобного пока не выпустили, и, соответственно, Final Cut еще этот формат
сырого материала, не сжатого, еще не поддерживает. Поэтому для того, чтобы сделать хотя бы даже этот обзор, мне приходилось все свои вот эти футажи открывать в DaVinci. Сразу скажу, что я, естественно, ничего не красил, потому что моя задача вам показать, как камера, собственно, работает из коробки. Поэтому, друзья, кстати, это очень важно. В описании к этому видео я оставлю ссылочку на файлообменник. Поэтому можете все эти файлики скачать и лично покрутить в своих монтажках, чтобы, собственно, оценить качество. То есть я взял, закинул все эти файлы в DaVinci, потом я все это просто пакетно конвертировал в ProRes и уже закинул, соответственно, в Final Cut, готовы уже ProRes-овские файлы. То есть легким этот процесс не назовешь, и раньше можно было спокойно Cinema DNG закинуть в Final Cut и работать с ним прям напрямую. Теперь процесс усложнился существенно. То есть это по факту не должна быть ваша единственная камера, вот к чему я веду. То есть да, вы можете снимать коммерцию на беззеркалке, можете снимать репортаж на беззеркалке, какие-то мероприятия, свадьбы, что угодно. Эта камера для того, чтобы снимать так, как снимают, соответственно, на съемочной площадке. То есть готовиться к съемке и, соответственно, работать на монтаже больше, чем обычно. Что я вам хочу сказать, ребят? Вот вы знаете, да, что я так вот часто бывает жестко с техникой, все меня не устраивает, все мне не нравится. Но реально картинка с этой камеры — это просто бомба. Ну вот я этого не ожидал вообще. Я был, можно так сказать, не готов к этому. И ту картинку, которую я уже видел просто на экране во время съемки, я уже от нее кайфовал. Когда я пришел домой и посмотрел ее на мониторе, на экране, это просто топ. И топ даже не в детализации особо, потому что на том же Panasonic GH5S, на который вот мы снимаем сейчас это видео, у него тоже отличная детализация. Дело даже не в динамическом диапазоне, потому что, по современным меркам у этой камеры не такой уж какой-то впечатляющий динамический диапазон. Дело именно в цветах и в какой-то вот плотности картинки, в плотности этих цветов. То есть эта камера снимает в умелых руках при хорошем грейдинге. То есть если вы снимете что-то на Red и снимете на эту камеру, и профессиональный колорист сделает грейдинг, вы при слепом тесте даже не поймете, откуда картинка. Поэтому я и готов с этой камере простить абсолютно все, допустим, огрехи ее, просто потому что она делает такую картинку. И что самое главное, она ее делает при невысокой стоимости. То есть за вот эти деньги, перейдите по ссылкам в описании, я там сделал на Amazon ссылочки, то есть посмотрите, сколько там стоит в Штатах, если вы будете оттуда заказывать. За эти деньги, по факту, за стоимость Panasonic GH5S вы получаете камеру, которая пишет 4К, 60 кадров в секунду, при этом в 12-битном RAW, и при этом она может это делать на карты памяти. Это что-то нереально, это произошло. И поэтому я смотрю на эту камеру, я понимаю, что для моей YouTube деятельности она вообще никак не подходит. Просто она не предназначена для нее. Но я хочу взять эту камеру и ехать снимать. Вы понимаете, у меня в жизни уже давно такого не было, чтобы я взял какую-то камеру и прям хотел куда-то бежать. Что касается возможности редактирования самого этого RAW в DaVinci, то здесь, собственно, точно так же, как и на большинстве других форматов несжатого видео, вы можете выставлять значение вашей цветовой температуры, вы можете задать значение ISO, выставить нужную вам гамму. В общем, все как обычно. Я пробовал потянуть этот RAW, чудес не произошло. Все-таки у этой камеры не такой высокий динамический диапазон. И ведь многие ждали, что в этой камере завезут, соответственно, ProRes RAW, но этого не случилось, не знаю. Не договорились, наверное, Blackmagic с Apple, может, и не пытались договориться, в общем, не знаю. Теперь несколько слов по поводу скорости работы. У меня MacBook Pro 2016 года вот с такими характеристиками, и, как вы видите, проигрываются BRAW файлы без всяких проблем. В самой DaVinci при скроллинге по таймлинии тормозов нет, но при плейбеке в режиме реального времени начинаются тормоза. При съемке лучше не полагаться на экспонометр и снимать на 1,5 стопа ниже экспозиции. Тени можно хорошо вытягивать, а вот в цветах чудо не происходит. Если мы имеем клиппинг, то с этим уже ничего не поделать. В принципе, и неудивительно, потому что у этой камеры не такой уж широкий динамический диапазон. По большому счету, единственным реальным преимуществом этого RAW перед ProRes это возможность менять баланс белого. Кстати, файлы в ProRes 4.2.2 HQ весят больше, чем RAW. Процесс пакетной конвертации происходит достаточно быстро, со скоростью около 20 кадров в секунду, то есть примерно 2/3 от реалтайма, что я считаю вполне нормальным. Теперь, что касается RAW. Здесь у нас есть сжатие 3:1, 5:1, 8:1 и 12:1.
я все снимал с сжатием 3:1, и этого более чем достаточно, потому что, например, рекламные ролики мы на Red снимали, по-моему, с сжатием, я уж не помню точно, какое там число, но что-то в районе то ли 6:1, то ли что-то около этого, и качество всех устраивало, поэтому на этот счет можете не переживать. Вы можете снимать, естественно, не только Ultra HD, вы можете снимать DCI 4K. Если вы выбираете режим ProRes, то у вас здесь есть HQ, но я думаю, что если вы готовы снимать в ProRes, то просто снимайте в 4:2:2. Что интересно, на этой камере вы можете выбрать свою собственную частоту кадров, которая вам нужна. Это функция Off-Speed Recording. И дальше, соответственно, вы можете с шагом в 1 FPS выбирать значение от 5 до 120 FPS. Ну, естественно, значение от 60 до 120 это уже доступны для Full HD. Теперь, что касается кроп-фактора, и это очень важная тема. Сама камера может снимать 4К в 60 кадров в секунду со всей площади матрицы. Интересности возникает, когда вы переходите на Full HD. Если вы снимаете в RAW Full HD, то у вас всегда будет кроп-фактор 2. То есть это здесь называется режим Window Mode, то есть режим окна, режим форточки, да. А вот если вы снимаете Full HD в ProRes, то картинка будет браться со всей площади кадра без проблем. Но это будет действовать только до 60 кадров в секунду. И если вы хотите сверхскоростную съемку, то есть, например, вы хотите поставить 70 кадров или там 120 кадров в секунду, то уже в этом режиме у вас всегда будет кроп 2. Теперь давайте еще раз закрепим. Если вы снимаете в 4К, у вас всегда картинка берется со всей площади кадра, независимо от частоты кадров. Если вы снимаете в Full HD, возможно, два варианта. Если вы снимаете в RAW Full HD, то у вас всегда будет кроп 2. А вот если вы снимаете в ProRes, то до 60 кадров включительно у вас кропа не будет, а вот от 60 до 120 у вас будет кроп. Что касается самой скоростной съемки, то я, честно говоря, даже не снимал тестовые эпизоды. Не делал я этого по одной причине. Сейчас современные беззеркалки без проблем снимают 100-120 кадров в секунду с отличным качеством. То есть каких-то потерь разрешения в результате каких-то переконвертаций здесь ничего такого нет. То есть все выглядит очень достойно. Гораздо интереснее это ночной режим. У этой камеры, как и модно сейчас стало делать, есть режим Dual ISO. То есть, грубо говоря, два базовых ISO. Верхнее значение используется как раз таки для съемки в слабо освещенных условиях, но в этом режиме немножечко у нас уменьшается динамический диапазон. Точнее, даже правильнее будет сказать, не уменьшается, он просто смещается в сторону теней. И, соответственно, благодаря этому у нас получается меньше шумов. Для этой камеры, эта камера для постановочной съемки, в первую очередь, уровень ее светочувствительности достаточный. Переходим на следующую карточку. Здесь у нас есть динамический диапазон, выставлен на фильм. У нас есть разные частоты кадров. И что мне очень нравится, что здесь есть как 60 кадров, так и 59-94. Это, кстати, на самом деле очень важно. Если вы делаете документалки, и многие кадры сняты, например, не вами, то есть у вас есть там кадры с разных источников, с разных камер, и у вас должна быть определенная гибкость. То есть 59-94 либо 60. Также на эту камеру вы можете снимать таймлэпс. Сделано все очень, соответственно, просто и легко. Вы можете выбрать нужный вам интервал. То есть вот в плане простоты и удобства использования камер Blackmagic и простоты организации меню многим производителям, в частности Sony, нужно поучиться. Также можете регулировать настройки звука, громкость на наушнике. Вы можете выбрать отображение угла шаттера или более привычную нам скорость шаттера. То есть, допустим, 1/50 у вас будет отображаться. Вы можете сохранять свои пресеты и, соответственно, загружать луты. Теперь давайте несколько слов о том, с чего, собственно, начинаются многие другие обзоры подобных камер. Это показать, сколько мало минут влезает на очень большую карту памяти. Как я уже сказал, здесь стоит карта 256 гигов, скорость нам ее не важна. Я ее установил просто для того, чтобы показать вам размеры. Значит, смотрите, 4К 60 кадров в секунду в сжатии 3:1 мы имеем 16 минут записи. 16 минут записи. Если мы устанавливаем 5:1, то мы уже имеем 27 минут записи. Если мы устанавливаем 8:1, мы имеем 44 минуты записи, и 12:1 мы имеем 66 минут записи. Если же мы выберем ProRes 4:2:2, то в Ultra HD в 60 кадров в секунду мы получаем 28 минут. То есть смысл в чем? Снимая в RAW со сжатием 8 даже к 1, мы все равно
получаем 44 минуты. То есть больше, чем ежели мы снимаем в ProRes 4.2.2. Поэтому, честно говоря, снимать в ProRes я особого смысла не вижу. Ну, разве что, если вы не работаете, к примеру, в Final Cut или в каких-то других монтажках, и вам не хочется заморачиваться с вот этим вот отсутствием поддержки нового RAW от компании Blackmagic. Но не следует забывать, что когда вы снимаете в RAW, то вы можете регулировать один из важнейших параметров, с которым часто бывает связан брак съемки. То есть это баланс белого. То есть баланс белого, как вы понимаете, определяется не только цветовой температурой, да, а еще таким параметром, как тинт. И вот здесь вы можете конкретно так налажать. А если вы снимаете в RAW, то вы можете это все править, соответственно, на постпродакшене. Кстати, я сталкивался с тем, что многие на форумах задают вопрос: а почему нельзя отформатировать карту памяти? В настройках нет такой функции. Как вы помните, на самых первых камерах Blackmagic не было действительно такой функции. Потом, по-моему, году в 2014 добавили эту возможность. И многие недоумевают: где это, где? Ребята, это все находится не в настройках. Вы просто нажимаете на значок вашего оставшегося времени, и у вас открывается вот такое вот меню, и где вы можете посмотреть, сколько у вас там осталось, отформатировать карту и выбрать при этом еще и файловую систему, то есть XFAT, если вы работаете на Windows, либо же вы можете форматнуть сразу под файловую систему, используемую в macOS. На какие объективы я снимал наше тестовое видео? Вот этот вот объектив 42,5, и мне понравился, с диафрагмой 1,7. И да, конечно же, я люблю большее боке, соответственно, меньшую глубину резкости. Но я уже не стал заморачиваться с метабон адаптерами, но я думаю, что если вы сюда поставите метабон адаптер, поставите Sigma 1835, ребят, вас будет просто от съемки за уши не оттянуть. Вы будете просто снимать, пока у вас не закончится место на ваших жестких дисках, куда это все скидывать. Тем не менее, как я уже сказал, эта камера мне очень понравилась. Кстати, вот я сейчас положил на нее руку. Она не особо греется. Греются камеры, как вы знаете, в основном в тех местах, где у них расположены радиаторы. Они у них расположены под матрицами, там же пытаются уместить и теплоотвод процессора. То есть, снизу, как обычно, да, она чуть-чуть сильнее греется, но, в общем, проблем каких-то с перегревом я не замечал. Я, конечно, не снимал при температуре 45 градусов на улице. А вот, например, когда я вытаскивал карту памяти отсюда, она была очень горячей. То есть мне кажется, что вот карта памяти у вас скорее выйдет из строя, чем вот эта камера. Из минусов таких ключевых — это очень малое время работы аккумулятора. Чтобы вы понимали, я, по-моему, об этом забыл сказать, хватает вот именно в реальной съемке. Я не ставил камеру и не нажимал стоп и не уходил никуда. Я именно использовал в реальной съемке. То есть у вас аккумулятор садится примерно за 25 минут, за 20 минут. То есть если вы выключаете, что там настраиваете, смотрите. На съемку, вот чтобы вы понимали, около 20 минут мы сняли тестовых футажей, я потратил 4,5 аккумулятора. Поэтому ходить вот так с включенной камерой, как, например, вы можете это делать с Panasonic GH5, у вас не получится. В целом, конечно же, эта камера далеко не идеальная. Тут можно улучшать, но, опять же, возвращаясь к цене, к ее цене, это просто такой вот подарочек от компании Blackmagic. В общем, если вы любите снимать с ручными настройками, знаете, как это делать, и не боитесь, соответственно, сложностей, связанных с монтажом RAW, покупайте эту камеру, вы не пожалеете. Если же вы не понимаете, зачем именно она вам нужна, и она вам просто хочется, подумайте 100 раз, а лучше возьмите в рентале, на 2 дня возьмите ее, поснимайте, поймите, нужна она вам или нет. На сегодня все, ребят. Надеюсь, вам было интересно. Обзор, как вы видите, получился у нас такой вот мощный, много сил я в него вложил, времени и также, конечно же, труда. Но все ради вас, ребят. И собственно, почему я так заморочился? Потому что камера мне понравилась и захотелось показать ее во всей красе. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, я там прямо такую сейчас активность начинаю разводить, прям много начал постить. Всем пока, до новых встреч!